Микеле Корлеоне. Это один из первых эпизодов знаменитого фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», снятый на Сицилии. На самом деле Коппола слукавил. Это не Корлеоне, это Мотта Камастро. Микеле Корлеоне. Это видео мы решили назвать «Сицилия. По следам крестного отца». Michele, non ne stai andando così lontano da casa. В этом городке Форза де Агро был снят следующий эпизод «Крестного отца» на Сицилии. За нами катедрала Святой Марии. Все как в фильме. Вот примерно так. Майкл Корлеоне в первой части вместе со своими охранниками заходил в бар Вителли. Principale, porto vino. Bene, fatta una bottiglia di vino e una poca bicchiere. Salutiamo, signore. Avete fatto buona caccia? Voi conoscete tutte le carote del suo paese. За этим stolиком сидел Майкл Корлеоне со своими охранниками. Noi non abbiamo incontrato qualcuno di bella. Una in particolare ha colpito il nostro amico come un fulmine. Самые важные ключевые сюжеты всей трилогии были сняты в знаменитом замке рабов. Дворец, где проживает Майкл, когда скрывается на Сицилии. Нам посчастливилось познакомиться с владельцем замка, бароном Франко Платания. Платания. Барон любезно разрешил нам съемку внутренних интерьеров замка. Рассказал о съемках фильма, которые происходили в его присутствии. Тогда ему было всего 28 лет. Показал места всех мизансцен. Разрешил поснимать, полетать на дроне. В этом замке скрывался Майкл Корлеоне на Сицилии после того, как он убил Столоце и Маклоцки. Именно в этом месте выезжал автомобиль, когда он ехал на помолвку с Аполлонией. В этой церкви произошло венчание Майкла и Аполлонии. Benedictio Deo Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Далее свадебная процессия спускалась из костела в город. Еще один знаменитый ракурс в Савоке. Этот колодец был построен специально для съемок этого фильма. Это, в общем, кинематографический колодец, он не настоящий. Именно на этот балкон выходил Майкл Корлеоне, когда собирался в дорогу вместе с Аполлонией, чтобы покинуть этот гостеприимный дом, так как здесь было уже небезопасно. Фабрицио! Да? Опера la macchina. Сами поедете, босс? Да. Жена с вами? Нет, я хочу, чтобы ты отвез ее к отцу. Пусть остается там. Фабрицио! Место, где стояла машина с Аполлонией. Aspettami lì, che vengo da sola fino da te. Нет, Аполлония! Фильм Марио Пьюзо «Крестный отец». Часть 2. Именно в эти ворота зашла мама Виты Корлеоне с ним, чтобы просить Дона Чиччо не убивать ее единственного сына. Мое почтение, Дон Чиччо. Дон Чиччо, вы убили моего мужа, потому что он не уступил вам. И его старшего сына, потому что он поклялся отомстить. Но Вита всего 9 лет. Он болен. За всю жизнь не сказал ни слова. Я опасаюсь не его слов. Он слаб и никому не причинит вреда. Но он вырастет и станет сильным. Не беспокойтесь. Этот мальчик ничего вам не сделает. Когда он станет мужчиной, он придет мстить. Умоляю, Дон Чиччо, пощадите моего единственного сына. Он все, что у меня осталось. Богом клянусь, он никогда не причинит вам вреда. Пощадите его. Нет. Вита, беги! Двинешься, я убью тебя. Беги, Вита! Вита! Убейте его! Убейте его! Вита Андолини на ослике тайно вывозят из города. Дайте его нам. Дон Чиччо отблагодарит вас за это. Так будет лучше для мальчишки и для вас.
Любая семья, укрывшая мальчишку Вита Андолини, пожалеет об этом. Вита Корлеоне с семьей приезжает на родину на поезде, на станцию Корлеоне. Но это снова розыгрыш Копполы. Это ныне заброшенная станция в Парагоне. В Корлеоне железной дороги нет вообще. Grazie, Don Vito. Belle mandarine. Долгое время эта вилла была в запустении. Новые владельцы, с которыми мы только что познакомились, любезно разрешили снять здесь несколько сюжетов. Именно на этой террасе Вита Корлеоне убивает Дона Чиччо. Дон Чиччо сидел примерно здесь. Таким образом, отомстив за смерть своей мамы, отца и старшего брата. Дон Чиччо. Дон Чиччо. Дон Чиччо. Это Томасино. Позвольте представить вам. Мой партнер в Америке, в Нью-Йорке. Его зовут Вита Корлеоне. Вита Корлеоне. Будем отсюда посылать ему в Америку оливковое масло. В его компанию. Компания Genco Olive Oil. Они импортеры оливкового масла, Дон Чиччо. Дон Чиччо, дайте свое благословение и разрешите начать работать. Где этот парень из Нью-Йорка? Пусть подойдет поближе. Вдаль я вижу не очень хорошо. Мое почтение, Дон Чиччо. Благословите. Благословляю. Как твое имя? Меня зовут Вита Корлеоне. Вита Корлеоне. Ты взял название этой округи. А как зовут твоего отца? Его звали Антонио Андолини. Погромче, я плохо слышу. Моего отца звали Антонио Андолини. А это тебе. Постепенно вилла восстанавливается, идут ремонтные работы,
Участок приведен в порядок, пострижены деревья. Надеемся, скоро она будет выглядеть не хуже, чем вилла барона. Еще один эпизод снят у кафедралы Святой Марии во второй части «Крестного отца». К сожалению, я не могу вам создать массовку, которая там была. Видимо, там снимался какой-то праздник. Вита держал на руках маленького Майкла. Рядом стоял священник, люди с какими-то веничками. Ну вот, есть что есть. Смотрите на меня. Фильм Марио Пьюза «Крестный отец». Часть 3. Именно по этой дороге проехала кавалькада машин с Майклом Корлеоне, который вернулся на родину. Снова шутка от Копполы. В титрах написано «Багерия», хотя на самом деле за мной храм Сигеста. Багерия, Сицилия. К главному входу виллы Мальфитана подъехал кортеж автомобилей с Майклом Корлеоне и его семьей. Играет оркестр, люди машут флажками, все очень рады его приезду. На ступеньках его встречают родные и близкие, партнеры, ну и, соответственно, мафия. Как поживаете? Дон Бендино, дружище. Мэри провожает родителей, которые уехали на прогулку. Увижу отца, скажу, что ты уехала. Еще один роскошный ракурс виллы Мальфитана. Это прощальное фото с очень любезным бароном. Дал нам свой совет. Дон Томасино, что вы думаете об Альтабелло? Талантливый человек. Поддерживает мир между нашими друзьями в Сицилии и в Америке. Святой человек. Враги всегда крепнут на тех местах, что им оставляет. Дон Томасино, кто может отдавать приказ на убийство и поддерживать хорошие отношения с Ватиканом? Только Лукези. Человек между двумя мирами. Наши корабли должны идти одним курсом. У итальянских политиков такие люди были на протяжении столетий. Они настоящие. Кало, как поживаешь? Привет, целую руки. Как ты?
Нормально. Привет. Кей, это Калла, старый друг. Здравствуйте. Дон Томасино еще не приехал. Подождите его. Вы, вероятно, устали. Мы можем подождать здесь? Хотите попить? Да. Мария, Войдем? приготовь покушать и попить. Знаю. Попросишь Альтабелла поговорить со мной, чтобы он ускорил свадьбу. Но вы же двоюродные брат и сестра, в конце концов. Майкл всегда был немного старомоден. Майкл Корлеоне и Дон Томазино приезжают на встречу с кардиналом Ламберто. У входа, где сейчас стоит Лара и машет мне, их ждет монах с инвалидным креслом. Вот примерно так пытался войти в эту дверь Майкл Корлеоне в третьей части «Крестного отца». А за ним стояла его супруга. Подтверждение моих слов, что это была правда, что это именно то место. Вот такой прикол. Вот здесь. Это дом, где родился мой отец. Сюда пришли, чтобы забрать его, когда я был мальчишкой. Чтобы убить. Постой. Это же... Любимый ракурс Копполы. Катедрала Святой Марии. Четвертое явление. Знаешь, Мэри влюблена. Да, знаю. Симпатичный молодой итальянец с темными глазами. Я помню, как ты пришел в дом моих родителей, завел меня в ту комнату и стал рассказывать о семейном бизнесе, о том, что у тебя не будет с ним ничего общего. Ты говорил тогда как Тони. Я был очень похож на Тони. Эпизод из третьей части «Крестного отца» в городке Форца-де-Агро. Только вместо меня должна быть машина черная, Майкл Корлеоне со своей супругой. Что-то я плохо вижу. Кей, Что? хочешь повезти? Нет, а в чем дело? Мои глаза. Иногда все нормально, а порой... Конечно. Слушай, мне надо встретиться с Доном Томасино. Это вам, сеньор? Велосипед, на котором ехал веселый священник, и фотографии со съемок бережно хранятся в пиццерии Античемури, Форца-де-Агро. О, Господи. Сегодня и охраны нет. Значит, я действительно А на этой дороге киллеры, направляющиеся убивать Майкла Корлеоне, убили проезжающего мимо Дона Томазино. улизнул. Падре, что вы тут делаете? Вас подвезти? Проходите, садитесь. А я тебя узнал. Ты Моска из Монтелебре. Был убийцей, им до сих пор и остался. Я знаю, что Майкл Корлеоне в твоем доме. Провезешь меня через ворота? Скотина. Дерьмо. А это дворец Дона Лукези.
Это дом сеньора Лукези? Да. Сообщение от Майкла Корлеоне. Это дом сеньора Лукези? Да. Сообщение от Майкла Корлеоне. Пусть войдет. На устланных красным ковром ступенях этого крупнейшего в Италии оперного театра Массимо в Палермо, столица Сицилии, была убита прекрасная Мэри, дочь дона Майкла Корлеоне. Нет. 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 Убили сеньорину Марию. Немой крик Аль Пачино заслуженно называют одной из мощных и драматичных сцен за всю историю кинематографа. Это стул, на котором сидел Майкл Корлеоне в третьей части перед своей смертью.